Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Робинзон Крузо, и с вами капитан Сергей. Через всю Южную Корею приехали в Йосу. Судовладелец приобрел судно, полностью менялся экипаж. На борту были представители судовладельца, это DPA, суперинтендант. В принципе, очень-то все просто. Судовладелец покупает судно, приезжает новый экипаж полностью под 100%. Ну, естественно, топы иногда приезжают раньше для того, чтобы узнать получше судно, механик, старпом. Дальше приезжает остальной экипаж в течение 2 часов, передал нам дела, насколько это он мог, и благополучно покинул борт судна. Меняли на мальтийский флаг, это в принципе просто, это прописка судна, а класс это отвечает за техническое состояние судна. Ну, конечно, это все, что идет непосредственно с судна, для того, чтобы оно могло обеспечить безопасность мореплавания и окружающей среды. То есть это вот так звучит, да. Ну а дальше уже идут представители судовладелец и менеджмент компании. Судовладелец решил установить Starlink на судне интернета, по которому можно звонить в различные уголки нашей прекрасной земли. Да? И также есть еще, конечно, спутниковый телефон, непосредственно который, если даже полностью все на пароходе выключить, будет спутниковый телефон, с которого можно звонить хоть с пустыни, хоть откуда, так скажем, совсем другой. После того, как мы все это уже установили, все это сделали, сдались классу, получили добро от порта покидать уже эту гавань, сразу же был чартер, груз, так как судно балкер все-таки, да, это перевозит насыпные грузы, ну и не только в нынешнее время. Отправились в Китай, в Танджин, порт Танджин, Чайна, да, в Китай. Вот, около 2 суток пути, пришли, встали на якорь, было определенное время. Время постановки к причалу постоянно передвигалось все наперед, и в итоге произошло, что мы уже стоим здесь 20 суток, 20 дней. Не теряя зря времени, организовали барбекю. Небольшое. Тоже движение с экипажем. Вечерний ужин. Для того, чтобы получать какие-то либо снабжения на якоре, воду, провизию и тому подобное, нужно пройти карантин. Это, то есть, карантин, это подразумевается как власти, которые должны прийти на борт судна и удостовериться, что все на судне здоровы, подняться на судно без вреда для их здоровья. Ну, это в основном так предоставляется. Ну и дальше потом идут кастомс, назовем так, идут уже и таможня, и остальные представители власти, которые уже так же, как и в аэропорту или при пересечении границы, вы проходите, в принципе, всех, кроме вот этих вот санитарных властей, да, которых, в принципе, вы их не замечаете. С едой у нас ситуация-то в порядке, а вот с водой у нас напряженка. Мы уже по приходу сразу на якорную стоянку ввели, ну, может, не сразу, через какой-то промежуток времени ввели water discipline, то есть это определенное, так, рациональное использование воды. То есть мы поддерживаем санитарное состояние судна. Это можно характеризовать так. А так как с прибытия уже прошло 20 дней, и со 2 до 7 там было практически неделя, да, то как бы простояв 20 дней, в итоге все равно мы оказались в неделе от причала. Да, вот такие вот, ребята дорогие, здесь происходят чудеса в Китае. Китай очень в этом отношении непоколебим. Estimate time of berthing, да, то есть предположительное время причаливания судна. Так можно сказать, к причалу, да, причаливание к причалу. Но тем не менее игра слов такая.
Дорогие друзья, с вами был капитан Сергей на канале Робинзон Крузо. Вопросы, пожелания оставляйте под этим роликом. И Робинзон Крузо на связи.